Настя шла по лесу, опираясь на старый нож и на память, ту, что оставил ей дед. Дни казались все одинаковыми после его смерти. Она собирала хворост, искала ягоды и училась слышать дыхание тайги так, как дед слышал шаги зверя. Ветер шевелил ветви кедров, а солнце играло пятнами на мху. Она держала в кармане металлическую шкатулку. Подарок деда. В ней были засушенные цветы, фотография мамы и компас с потертой стеклянной крышкой. Все, что у нее осталось. Когда тропинка вывела к небольшой поляне, Настя заметила что-то странное. Зеленый мешок лежал у корней огромной ели, а рядом была привязана человеческая фигура. Подойдя ближе, она увидела мужчину, связанного веревками и прислоненного к дереву. Он дернулся и повернул голову. Глаза были мокрые от росы и усталости, но в них жила искра, которую Настя не видела у горожанских людей. «Помоги», – прохрипел он, но голос едва слышался. «Воды, пожалуйста». Настя застыла. Дед всегда учил: будь осторожна с чужими. В лесу люди бывают разные, да, хорошие и не очень. Но голос дрогнул ее так, как дрогнул бы голос ребенка. Она взглянула на шкатулку в кармане, вспомнила дедовые слова о милосердии и осторожности. И, наконец, вытащила флягу. Подарок от охотника соседнего поселка пригодился больше, чем она думала. «Ты кто?» – спросила она тихо, подавая флягу. «Алексей Воронин», – ответил мужчина после глотка, немного оклемавшись. «Меня связали люди, которым понадобилось мое имущество. Они оставили меня тут». Он говорил уверенно, по-деловому, как тот, кто привык подписывать бумаги, а не жить в лесу. Настя разглядела на его руках следы от сухой грязи, на рубашке несколько разорванных нитей. Внутренний голос говорил ей держаться подальше, но милосердие победило. «Развяжешь? Я помогу тебе добраться до людей», – предложила она, потому что другое не пришло в голову. «Обещаю отблагодарить», – сказал он. «Деньгами или любой помощью. Я не причиню тебе вреда». Настя колебалась. Она не хотела денег, ей было важнее дорога домой и защитить память деда. Но мысль о том, что мужчина может умереть, когда она может помочь, не давала ей покоя. Она отступила в сторону, достала нож и начала осторожно пилить веревки. Лезвие заскрипело, веревка поддавалась, и через несколько минут руки Алексея были свободны. Когда он встал, Настя увидела, как тяжело ему дается каждый шаг. Он опирался не только ногами, но и мысленно, словно каждый шрам был историей. Он благодарил словами, но ее сердце требовало больше действий, чем слов. «Я одна», – призналась Настя. «Жила с дедом. Он умер 4 дня назад. Заблудилась, видимо. Не знаю, где люди». «Тогда пойдем со мной», – сказал Алексей. «Я знаю дорогу к ближайшей сторожке у ручья. Там есть съестное и спички. Помогу тебе добраться до людей». Старые знания Насти о тайге помогли им обоим. По пути Алексей спрашивал про ее жизнь, сколько ей лет, как она жила с дедом, что такое для нее дом. Настя показывала компас, объясняла, как ориентироваться по солнцу и мху. Он смотрел на нее с интересом и искренним удивлением, когда она рассказывала, какие травы можно есть, а какие не трогать. Она жила в лесу всю жизнь, а он – в мире бумаги и договоров. Разные вселенные соединились на узкой лесной тропинке. В сторожке у старого ручья было пахучее сочетание сырости, старого дерева и табачного дыма. На полках стояли банки с тушенкой, спички и немного чая. Настя методично осмотрела все, как учил дед. «Оставляй след так, чтобы следующему путнику было легче». Она разожгла печку, и тепло заполнило маленькое помещение. Алексей приготовил суп, а она добавила трав из свеи. За едой он рассказывал о своей компании – лесозаготовительной, о соперничестве и людях, которые готовы были переступить через чужую жизнь ради прибыли. Настя слушала, но вопросы о деньгах и власти казались ей далекими. «У меня есть сын», – неожиданно сказал он. «Родион. Бывшая жена. Я был занят работой и карьерой, и многое упустил». Настя подумала о дедовой любви, тихой, без пафоса. Она понимала, как легко теряют людей те, кто не умеет их замечать. Разговоры были простыми, как деревенская баня, тепло, искренне и без лишних украшений. Алексей предложил ей временное убежище. Пока не найдутся ее родственники, он мог бы приютить девочку.
Настя не дала однозначного ответа. Ей было непривычно думать о другом доме, но мысль о теплой кровати и человеческой заботе согревала. Наутро в сторожке раздались шаги. Слышались голоса, которые рвали лесную тишину. Настя замерла. Сердце застучало быстро. Она указала на лаз за печкой, запасной выход. И вместе с Алексеем они тихо покинули помещение, стараясь не оставить следов. Преследователи заметили исчезновение и устроили погоню. Бег по лесу оказался испытанием для обоих. Преследователи знали, где искать. Алексей – не очень. Настя вела, меняя след, вводя в заблуждение. Она предлагала идти через камыши и ручьи, по воде, чтобы стереть запах и следы. Алексей поражался ее хладнокровию. «Ты будто родился в этой тайге», – сказал он. Она лишь пожала плечами. Дед учил быть умнее врагов и внимательнее к лесу. Они шли вдоль болота, перепрыгивали с камня на камень, опираясь на друг друга. Настя шла в мокрых сапогах, но не жаловалась. Их ноги болели, но мысль о человеческом доме толкала вперед сильнее боли. Когда крики преследователей стали ближе, Настя предложила пойти по воде. В реке следы не останутся. Они шли против течения, борясь с холодом, пока берег не подал им естественный мост из упавшего дерева. Выйдя на сушу, они наткнулись на руины старой землянки, где нашли сухие одеяла и лучшее укрытие. В землянке было тепло и сухо. Алексей переоделся в чистую одежду, разжег печку, и запах дыма и трав словно вернул Настю к детству, когда дед учил ее простым радостям. Она рассказала ему про деда Мишу, как он учил читать и писать, как водил по тропам, как оставлял для путников припасы. Алексей слушал, и его голос стал мягче. Он обещал помочь Насте найти родственников и выполнить желание деда, сделать так, чтобы она снова имела дом и людей рядом. Ночью в пещере под камнями, когда дождь стих, Настя уснула, чувствуя себя в безопасности впервые после похорон деда. Утром они продолжили путь на восток, держась вдоль реки, где следы смывались дождем. Настя вела уверенно, иногда останавливаясь, чтобы показать Алексею, как читать природу. Где есть животные, где можно найти ягоды, где не стоит ступать. Он запоминал ее слова, как будто учился с нуля. И где-то внутри его рождалось сожаление о промедлении с сыном и жизни, рассчитанной на прибыль. В деревне их встретили по-разному. Анна Ивановна, местная фельдшерша, приняла их в дом, накормила блинами и выслушала. Приехали и участковые. Ирина Сергеевна и следователь Матвей Андреевич. Слышать слово «похищение» в ряже простых деревенских фраз было странно, но у людей из города есть свои законы. Алексей дал показания о том, как его схватили и почему он подозревает конкурентов. Настя молчала, осторожно оглядывая комнату, но постепенно стала открываться от добрых слов и домашних запахов. Следователь предложил отвезти Настю в райцентр, чтобы оформить опеку и найти родственников. Алексей заявил о желании взять ее под временную опеку. Он не мог заменить родителей, но мог дать ей дом и заботу. Елена Павловна из отдела опеки оформила временную опеку на 3 месяца. Этого было достаточно, чтобы разобраться с документами и приглянуть за девочкой. Настя впервые в жизни увидела ванну. Она стояла и долго смотрела на свое отражение, не веря, что это она. Дорога в Красноярск стала настоящим испытанием. Шум, свет, машины – все это пугало и манило одновременно. В особняке на окраине города Настя впервые за долгое время почувствовала себя тепло. Алексей показал ей комнату, пообещал купить одежду и книги. На следующий день к ним пришел врач, который констатировал истощение и необходимость режима. Настя попробовала новую еду, аккуратно улыбаясь каждому кусочку. Когда приехал Родион, сын Алексея, в доме стало напряженно. Подросток выражал сомнение и недоверие. Он был чужд девушке из тайги. Но Настя не была из тех, кто ищет сиюминутного расположения. Она показывала сыну, как разжечь костер, давала ему свою старую шкатулку с компасом, вдая в знак дружбы, и постепенно между ними возникла неохотная, но настоящая симпатия. Родион увидел в ней не просто новую домашнюю, а человека с достоинством и умением. Годы шли, и жизнь меняла людей.
Алексей стал чаще бывать дома, учился слушать и быть отцом, а не только начальником. Он садил с Настей кедр на память о ее тайге. Символ того, что корни важны. Настя нашла свое место. Училась в школе, получила репетиторов, но не утратила навыков выживания. Она иногда возвращалась в лес, чтобы положить у кедра сухое полено в память о деде. Через год Настя вернулась к месту, где все началось. Она выкопала маленькую ямку у кедра и положила в нее 3 вещи – компас, нож и фотографию деда. Это были символы ее пути – ориентира, умения и памяти. Затем она присыпала землю и опустилась на колени, почувствовав, как связь между прошлыми и будущими поколениями становится крепче. В доме, где теперь звучал смех, а не только эхо печали. Они сидели за столом – Алексей, Родион и Настя. Их дороги были разными, но теперь они шли вместе. Настя понимала – впереди будут испытания и работа, и люди, которые не сразу поверят в такую семью, и сложности опеки. Но у нее была новая семья и дом. Она больше не была сиротой в лесу, а стала той, кто умеет дарить тепло. Когда они шли домой, Настя держала за руку Родина. Теперь он был не просто взрослым с недоверием, а друг, который научился слушать. Алексей шел рядом, и в его глазах не было прежней суровости. Он научился радоваться маленьким вещам, домашним завтракам, детскому смеху и запаху хвои, который напоминал о доме. Настя знала, что ее путь еще не окончен, но теперь он станет легче, потому что рядом были те, кто мог поднять, утешить и защитить. И тайга, где она выросла, осталась в ее сердце как вечный дом, откуда она готова была идти в новый мир.